Есть такая категория людей, которые не умеют спорить честно. Они вообще не умеют нормально участвовать в дискуссии. Они постоянно используют какие-то манипуляции, не знаю, пытаются обесценивать, давят на чувство вины. И самое главное, что у нас вообще в культуре, в быту, большинство этих манипуляций, они как бы являются привычными. 90% людей, когда сталкиваются с такой провокацией, они этой провокации поддаются. То есть человек тебя как будто бы обвиняет или давит тебе на чувство вины, ты начинаешь оправдываться там, где тебе не нужно было бы оправдываться. То есть ты действуешь против себя. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами поговорим о 5 наиболее распространенных манипуляциях, с которыми все мы постоянно сталкиваемся. Мы разберем, что это, чтобы узнавать их и чтобы понимать, как в такой ситуации действовать. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая, очень часто встречающаяся в быту провокация, это типа ты очень остро реагируешь. Когда человек сам ведет себя каким-то образом, как вам не нравится, вы реагируете, он говорит, что ты очень остро реагируешь. Ну, предположим, вы что-то говорите, человек вас перебил, а вы говорите, подожди, ты меня перебиваешь. Ты слишком драматизируешь, ты слишком заостряешь на этом внимание. В такой ситуации легко поддаться соблазну, начать оправдываться и говорить, что нет, я не драматизирую. Знаете, ты уходишь туда, в эту такую свободную, дикую степь оправданий, когда начинаешь описывать, что такое драматизация, что такое, когда ты остро реагируешь, не остро реагируешь. Это все пустое. Вам нужно просто сказать, что нет, мне просто не нравится, когда ты меня перебиваешь. Я хотел бы договорить свою мысль, и все. А то, что ты считаешь, что я там остро или не остро, там драматически, не драматически как-то отвечаю, это твое оценочное суждение, твое видение. Если хочешь, если мы оба захотим, мы позже сможем это обсудить. Но пока я просто хочу тебе сказать, что мы с тобой разговариваем, ты меня когда перебиваешь, мне это не подходит. И я хотел бы договорить, что я говорил. То есть нужно держаться своего. Вторая манипуляция, это вообще мое любимое в этом антирейтинге, это фраза типа «все так думают». Предположим, вы разговариваете с человеком, вдвоем вы находитесь в диалоге, и он говорит, ты знаешь, уже все начинают замечать, что ты себя странно ведешь. При этом, кто такие эти все, вот непонятно. А в такой ситуации манипулятор устраивает триангуляцию. Когда вы говорите вдвоем, вы находитесь в диалоге, у вас есть, по сути, такая диада, где есть он, есть вы, есть слово одного против слова другого человека. И вот для того, чтобы усилить свою, так сказать, переговорную позицию, манипулятор берет и добавляет себе кого-то вот третьего. Так принято, так говорят, все знают, у нас так принято, так написано, не знаю, там в книге жизни, еще где-то. Он начинает опираться на кого-то, кого в этой комнате не присутствует, таким образом стараясь как бы, задавить вас этим коллективным авторитетом. В такой ситуации, конечно, вам надо сказать, что я не знаю, кто такие все. Все, если захотят мне что-то сказать, пусть приходят ко мне и лично мне говорят. А иначе, как в этом анекдоте, что Сема, вы знаете, что про вас говорят за глаза не могут меня даже бить. Есть я, есть ты. Все, что ты говоришь, бери на себя ответственность за свои слова. То, что там все кто-то там что-то думают или говорят, это такое как бы фигура речи. Третья провокация, тоже очень распространенная, когда манипулятор говорит фразу «ты меня неправильно понял». Обычно это бывает в ситуации, когда человек что-то сказал, потом он вроде бы как понимает, что сказал лишнего, но вместо того, чтобы принять ответственность за то, что он ошибся, извиниться, сказать, что я сгоряча, так выпалил, извини, я был неправ. Он просто пытается переписать реальность и говорит, что ты неправильно понимаешь, ты неправильно услышал или неправильно услышал. Такой пример. Мужчина в пылу, конечно, какого-то конфликта говорит своей женщине, что ты никогда не извиняешься. А женщина говорит, да нет, послушай, помнишь, неделю назад у нас была ситуация, да, я была не права, я извинилась, и это не означает, что я никогда не извиняюсь. И мужчина, в принципе, понимая, что он сказал глупость, он вместо того, чтобы принять ответственность за свою неправду, он говорит, ты неправильно меня поняла, я имею в виду, что ты редко, очень редко извиняешься. А в такой ситуации женщина может начать оправдываться и говорить, что да нет, что значит редко, я извиняюсь. Нужно просто сказать, холодно подытожить ситуацию. Нет, я поняла именно так, как я поняла. Ты сказал, что я никогда не извиняюсь, а это не так, поэтому я не согласна с тем, что ты говоришь. И по этому поводу я имею такое-то отношение, мне это не нравится. То есть вам нужно просто финализировать эту ситуацию и не вступать в эти бесконечные, бессмысленные, беспощадные дискуссии, которые вообще ни к чему не приводят и которые вообще не в ваших интересах. Четвертая распространенная бытовая манипуляция – это «ты должен». Тут и мужчины говорят женщинам, что ты должна, например, поддерживать домашний уют и сидеть дома, пока я работаю. И женщины говорят мужчинам, что ты должен обеспечивать меня и мою семью и прочее. И родители говорят детям, что ты по закону родства должен что-то уделять мне столько времени, сколько я захочу, потому что я же тебя родил, я твой родитель. Здесь происходит опять же эта триангуляция. Когда вместо того, чтобы договариваться в рамках диалога, включается это что-то такое третье в виде авторитета. Например, я, мужчина, хочу, чтобы моя женщина мне каждое утро готовила завтрак. Есть такое у меня желание.
И я могу ей сказать, что, дорогая, давай ты будешь мне каждое утро готовить завтрак. Всегда, где есть мое хочу, это хочу сталкивается с хочу или не хочу другого человека. Она может сказать, да, конечно, без проблем. А может сказать, нет, я не хочу. И тогда открывается возможность, чтобы ты сказал, ну давай я, например, может что-то для тебя сделаю. Например, буду готовить ужины там, или что-то еще. Уже есть, видите, диалог, уже можно договариваться. Но если по каким-то причинам у меня какой-то есть блок, я не могу, слишком я такой хрупкий и ранимый, я не могу вот столкнуться с тем, что вот я ее попрошу, она откажет, я беру и в наш диалог, в нашу диаду, где нас здесь двое, включаю кого-то третьего. И я говорю, что в великой книге жизни, там, в домострое, в духовных книгах написано, что женщина должна мужчине делать завтрак. Или так у моих родителей было, тоже я опираюсь на какой-то авторитет. То есть я и типа там мои родители, или там у нас в городе там, культуры моего народа так устроены, что ты должна делать то, что я хочу. В такой ситуации отсутствует диалог. Отсутствует возможность договариваться. В этом примере, в который я привожу, женщина может сказать, что ну, а я не хочу, а я говорю, а ты должна. А вот это хочу и должен, оно же, понимаете, как бы в разных плоскостях находится. Поэтому, если вы сталкиваетесь с тем, что вам кто-то что-то говорит, что вы что-то кому-то должны, можете отшутиться, типа, что я всем, кому должен, всем все прощаю, а можете просто сказать, что я, вот если должен тебе, ты считаешь, то напомни мне, когда мы с тобой договаривались и когда я на себя брал эти обязательства. Потому что да, бывает, что люди договорились, что я обязуюсь, что я там выношу мусор каждый день. Ну, значит, я его должен выносить. Ты можешь мне сказать, что ты должен вынести мусор, ты же сам типа сказал, что ты будешь его выносить. А если я такого не говорил, а на меня вешают какие-то обязательства, которые я не принимал, ну вот просто об этом нужно и сказать. Пятая распространенная манипуляция, это когда человек говорит фразу типа, ну ты же самый умный у нас, да? Или там, ну конечно, ты же всегда права. То есть это саркастическое обесценивание вашей позиции в ситуации, когда ну, у манипулятора уже нет доводов в какой-то дискуссии, ему нечем крыть, и он говорит, ну конечно, ты же самая умная у нас. Вот это обесценивание можно перекрыть своим таким контрабесцениванием. То есть сказать, что ну да, я самый умный, у меня и диплом есть. Или ну да, я умный, у меня в принципе и справка от психиатра есть. То есть таким образом вы показываете, что вот эта сама, знаете, сентенция «самый умный», она несколько такая, ну как бы комичная. Что значит «самый умный»? Потом очень важно, знаете, не тушеваться, не попадать в стыд и не начинать как-то конфронтировать и оправдываться. Потому что смотрите, когда вы слышите фразу «ну ты же самая умная», оправдательная фраза это «ну нет, я не самая умная». То есть получается вы сами себя закапываете. Потому в таком случае всегда нужно действовать асимметрично, когда вам говорят, что ты что, самый умный или ты всегда прав. Ну да, иногда я прав, иногда не прав, но в этой ситуации и возвращайтесь, собственно, к диалогу, чтобы не уходить в это, знаете, такое обобщение. Там, всегда прав, не всегда прав, самый умный, не самый умный. Просто держитесь в своей позиции. Как видите, манипуляции эти работают только потому, что люди используют их практически автоматически и реагируем мы на них тоже автоматически. Но плохая новость заключается в том, что они настолько плотно вшиты в нашу культуру, что мы слышим их с детства и часто потом начинаем использовать. Потому что в садике тебе говорили, а кто у нас самый умный? А ты потом так вот и говоришь кому-то, ты что, самый умный? Ну и прочие фразы, которые уже стали частью разговорного этикета. Типа, ты меня не так понял. Что значит, ты меня не так понял, по сути, газлайтинг. Если вы понимаете, что вы находитесь в каком-то коллективе, где вот таких манипуляций очень много, или там где-то с вашими родственниками, и вам вот эти вот автоматизмы сложно разавтоматизировать, включить туда достаточное количество осознанности, чтобы отвечать по существу, а не по форме, то можно с этим поработать, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети, пишите мне личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ваши, так сказать, любимые в кавычках манипуляции, с которыми вы часто сталкиваетесь, и как вы на них реагируете, как вы их парируете. Я буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.